Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео поговорим о том, сколько можно заработать на пампах. Как вы знаете, каждый день какую-то крипту пампят, особенно если биткоин растет, и все видят огромные проценты, ну 20-30 это не сильно много, но когда видят там 50-60%, просто залетают в эту крипту, и потом все время нас спрашивают, когда же отскок, почему началось падение, почему, когда я зашел, началась коррекция, и все стыкаются с такими проблемами, поэтому давайте разбираться, как заходить в криптовалюту и на каких лучше плечах это делать. Если мы заходим на споте, то это понятное дело, что у нас плечо равно как бы 1 на фьючерсах, поэтому тут все просто. То есть вы зашли, вот 7% за час заработали и вышли. Или если мы заходим реже, то есть на дневном интервале зашли, там 33% заработали и вышли. Что делать на фьючерсах, если у вас там есть возможность увеличивать плечо? И вот у нас есть список криптовалют, которые пампят на фьючерсах, например, та же Shiba, и она за час дала 17% вот вчера вечером. Вот, но сейчас идет у нее коррекция. Я сейчас вам давайте сначала расскажу, как правильно определять размер плеча. Вы все знаете, что на фьючерсах есть возможность выставлять плечо. И очень заманчиво, что когда криптовалюту пампят, например, на тот же там 1%, вы можете поставить 50 плечо и заработать к вашему депозиту 50% за 1 минуту. Да, это очень заманчиво, но это также и очень рискованно. Потому что если цена изменится на 2%, то это 50 и 50, будет 100%, и ваш депозит может стать нулем, если вы зайдете неправильно, буквально за 2 минуты. Поэтому очень важно оценивать волатильность криптовалюты, когда вы заходите в нее на пампах. Вот, например, посмотрим Shiba. Мы смотрим, что она вот за минуту 50%, 0,5% дает, 0,7%, да. Тут вот 1% был. То есть мы выбираем самые большие значения, которые были за минуту, потому что именно в минутном интервале вас может и ликвиднуть, если вы случайно зайдете со слишком большим плечом не в ту сторону. Ну, даже если просто ошиблись и нажали не ту кнопочку. Вот, 0,8%, да? Вот в другую сторону пошел 0,7%. Зеленая свеча после красных. То есть вы могли тут шортить, и хоп, вас вынесло. 0,7%. Вот тут был разворот. 0,5%. Ну, такое большое падение. 1,23%. То есть, что мы смотрим? Нам нужно посчитать, какой для вас будет комфортный стоп-лосс, чтобы не ликвиднуло вас и чтобы вы себя не мучили, что зашли неправильно. То есть, допустим, вот максимально на этой крипте, да, 1,23% за последнее время была волатильность. Соответственно, мы берем и считаем, то есть сколько вы можете комфортно для себя закрыть в минус. Ну, например, там, я не знаю, те же 20% к депозиту своему. Если прям зашли неправильно, он пошел в другую сторону. И, соответственно, мы делим это на 1,23 и получаем, что ваше комфортное плечо будет 16. То есть, если вы торгуете в этой криптовалюте, то ваше комфортное плечо будет 16 для того, чтобы на первой же минуте, если пойдет совсем не в ту сторону, вы могли спокойно закрыться. Потому что давайте сделаем для примера. Вот вы зашли на 50 плечо, и цена сразу же пошла вниз на 1,23. И вот уже у вас минус 60% от депозита. То есть, если вы зашли на $100 с 50 плечом, то у вас за минуту стало минус $60. То есть, останется только $40. И вам придется разгонять заново
до $100. Но если же вы зашли с 16 плечом, то у вас отнимется $20. Это не так вот уж и страшно. Но также есть криптовалюты, которые пампят еще больше. Вот сейчас начал пампиться XRP. Он довольно хорошо пампится, при том, что у него большой объем торгов, и обычно он полностью повторяет биткоин. Но сейчас вот он стал расти не так, как обычно. И у него, в принципе, тоже такая волатильность, как у Shiba, я вам показывала. Но есть криптовалюты, вот недавно пампились, у которых волатильность достигала за минуту 4%. И даже если вы возьмете, например, там 10 плечо, то это за минуту вы можете потерять 40% депозита, если зайдете неправильно. Поэтому на такой большой волатильности у вас должно быть плечо там минимальное, 2-3, может 5 плечо, если вы на фьючерсах. Эти простые правила позволят вам сэкономить свой депозит, и если вы все-таки научитесь правильно заходить в сделку, то еще и заработать. Давайте же опять зайдем, например, на XRP. То есть что мы делаем? Мы оцениваем за несколько интервалов волатильность за минуту, находим самую большую, потому что именно на большой волатильности и выносят всех шортистов или лонгистов, ликвидируют. Поэтому именно нужно ориентироваться на самую большую волатильность за минуту и под нее подбирать размер плеча. Вот, допустим, 1%. Или еще выше 1,42. Вы должны быть к этому готовы на своем депозите. То есть, если вы вот тут вот решили шортить, видите, вот от границы, да, сопротивления, вот тут было хорошее такое сопротивление, и вот тут случайно зашли в шорт, или специально даже зашли в шорт и не поставили стоп, не успели, то вас могло ликвиднуть. На 20 плече вы уже за минуту 28% депозита просто слили, неправильно зайдя буквально там на пару секунд. Вот, поэтому я очень вас прошу, подходите с умом к своим сделкам и к размеру депозита. Это позволит не сливать сделки. Сначала нужно оценить криптовалюту. И по поводу входа в сделки. Смотрите, если у нас идет восходящий канал, мы просто рисуем вот так вот две линии, да, сопротивление и линию поддержки. Нижняя называется линия поддержки, верхнее сопротивление. И просто вы заходите у нижней границы в лонг, а у верхней заходите в шорт. И все. Это если на фьючерсах. Если вы на споте, то просто ждете у нижней границы. Соответственно, стопы ставятся чуть ниже нижней границы, это для лонгов, и чуть выше верхней границы для шортов. И тоже это как бы элементарно, если вы будете одной системой пользоваться, то тогда все-таки она принесет плоды, вы научитесь правильно определять уже конец тренда, и потому что никогда не бывает бесконечного роста. И даже вот если у нас шел вверх, 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 все равно вот этих волн, их бывает не 15, не 10, а их бывает ограниченное количество, 3, 4, 5. И потом или идет цена в другую сторону, или идет резко вверх. Но обычно, если восходящий идет канал, да, то у нас идет потом вниз пробитие. Вот, поэтому, как только вы торгуете в вот этом вот диапазоне, вы можете зарабатывать. Потом вы выжидаете пробитие, на нем ставите стоп и заходите в другую сторону. Допустим, вот такая хорошая методика. Это то, что касается торговли по тренду. То есть, если у нас идет пока что вверх все, то мы тоже, соответственно, лонгуем, заходя у нижней границы линии поддержки. Вот. Если же идет разворот, то можно
торговать шорт. Но опять же, если идет памп этой криптовалюты, то может быть коррекция не очень большая, и вы купитесь на то, что резко идет падение, а это будет всего лишь небольшая коррекция перед следующей волной пампа. Не буду давать слишком много информации, конечно, хочется вам много порассказывать про разные индикаторы и методики торговли, но давайте пока остановимся в этом видео, чтобы вы запомнили именно, как определять размер плеча для торговли на фьючерсах при пампах криптовалют. Соответственно, при любой другой криптовалюте, которую не пампят, давайте возьмем тот же Ethereum. Мы видим, что очень маленькая волатильность, то есть 0,1 в минуту. И, соответственно, если же, ну вот максимум 0,2, да, соответственно, если же мы как-то зашли неправильно, и он совершенно пошел в другую сторону, мы даже там на 20 плече можем спокойно выйти, потому что это будет всего лишь 4% от нашего депозита за 1 минуту. Вот. Даже если он на целый процент прыгнет, все равно, ну это тут очень редко бывает, все равно вы сможете спокойно себе восстановить свой депозит. Поэтому вот на Ethereum я спокойно на 20 плече торгую. Даже иногда в начале разгона я на 50 плече, но опять же не до больших сумм, потому что 50 плечо на многих очень криптовалютах дает возможность только ставить размер маржи 100. На Ethereum больше, но на очень многих криптовалютах максимум это $100 на 50 плече. То есть сильно не разгонишься, и лучше уже привыкать сразу на 20, чтобы потом не нервничать, почему у тебя такая маленькая прибыль идет за минуту, потому что есть большая разница на 50 или на 20. Вот такие вот комфортные размеры плеч. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли, пока-пока.